Греция не только последовательно вооружает спорные острова в Эгейском море у границ Турции, но и открыто поддерживает Армению в ее противостоянии с Азербайджаном. Так, глава МИД Греции Никос Дендиас, который на днях посетил Ереван, коснувшись темы недавних пограничных столкновений на армяно-азербайджанской границе, весьма недвусмысленно предупредил Азербайджан. «Я хочу послать четкий сигнал странам, которые хотят перерисовывать политическую карту», сказал в частности Дендиас, посетивший Ереван, чтобы выразить поддержку Армении в день начала 4-дневной Карабахской войны. «Мое послание заключается в том, что подобная ревизионистская политика потерпит неудачу». После переговоров со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном глава греческого МИД встретился с премьер-министром Николом Пашиняном, после чего написал в социальных сетях: «Я еще раз подчеркнул полную солидарность Греции с Арменией. Как известно, Греция и раньше оказывала политическую поддержку Армении, но в последнее время на фоне роста военной напряженности между Грецией и Турцией Афины значительно активизировали работу на армянском треке, на что, в свою очередь, подчеркнуто позитивно отреагировало руководство Армении, запустившее процесс постепенного сворачивания стратегического партнерства с Российской Федерацией». Возвращаясь же к теме переброски Греции вооруженных сил на спорные острова в Эгейском море, резко обострившей турецко-греческие отношения, следует напомнить, что речь идет о территориях, которые были демилитаризованы в соответствии с Лозаннским мирным договором 1923 года, подписанным в том числе и Грецией. Однако в последнее время Афины, которые, как и Анкара, являются членами НАТО, начали активно размещать на спорных островах, расположенных к тому же в непосредственной близости от территориальных вод Турции, свои военные силы. Турция воспринимает действия Греции как непосредственную угрозу своей безопасности, в связи с чем призвала Афины во избежание решительных контрмер проявить сдержанность и здравый смысл. Ситуацию усугубляет тот факт, что Греция параллельно предоставила Соединенным Штатам стратегически важный порт Даде-Агач на побережье Средиземного моря для создания здесь крупной американской военной базы. С точки зрения Анкары, концентрация войск США в Греции, так же как переброска греческих вооруженных сил на спорные острова, направлена против Турции. Несколько дней назад стало известно, что Греция перебросила военную технику еще на 2 демилитаризованных острова в Эгейском море, Мидили и Сисам. 18 и 21 сентября турецкие беспилотники, выполнявшие разведывательные полеты над Эгейским морем, зафиксировали, что корабль ВМС Греции высадил на остров Мидили 23 бронетранспортера и еще 18 БТР на остров Сисам. Сообщается, что эти БТРы были переданы греческой армии Соединенными Штатами. В ответ Турция направила ноту Греции, а президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил на днях, что подтягивание греческих войск на демилитаризованные острова в Эгейском море является тайной оккупацией. При этом Эрдоган подчеркнул, что сосредоточение Греции войск в Западной Фракии и на островах в Эгейском море военного значения для Анкары не имеет, поскольку военная мощь Турции намного превосходит греческую. Но мы обращаем их внимание на то, что со стороны Афин такие шаги являются тайной оккупацией, подчеркнул президент Турции. Вы действительно думаете, что вас спасет поддержка Европы и США? Если так, то вы ошибаетесь. Следует обратить внимание на то, что в момент, когда конфликт между двумя государствами, членами НАТО, может перерасти в вооруженное столкновение, Евросоюз, заняв одностороннюю позицию, поддержал Грецию. Из заявления Питера Стана, официального представителя Еврокомиссии, следует, что Турция должна уважать суверенитет всех стран Евросоюза в рамках отношений тесного соседства и соблюдения международного права. Стана призвал Анкару не нагнетать напряженность и двигаться по пути конструктивного сотрудничества со всеми странами Евросоюза, куда менее миролюбивой была реакция на предупреждение Турции со стороны премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса. Мы полностью уверены в себе благодаря силе международного права, бдительности греческой армии и поддержке наших союзников, подчеркнул глава правительства Греции. Наши красные линии ясны, и Турция вместо подстрекательских заявлений должна выбрать путь диалога, потому что перед Турцией стоит не только Греция, но и ее союзники по ЕС и НАТО.